Глава 2146. Гигантский ковчег в проходе. Летающая повозка мчалась к центру дьявольского облака без остановок, как падающая звезда. За большой частью рассеянного облака был обнаружен гигантский проход диаметром около 500 метров. В этот момент по обеим сторонам летающего экипажа раздались два холодных голоса. «Готовься к беде. Атакуем вдвоем». Как только голоса затихли, из одной стороны черного облака с громким раскатом грома вырвалась вспышка черной молнии длиной более сотни футов, устремившись прямо к летающей повозке в виде молниеносного змея. Тем временем из облака с другой стороны появился гигантский зеленый меч, который также устремился к повозке. Выражение лица Хань Ли немного изменилось, когда он увидел это. Хотя оба нападавших все еще скрывались в тумане, по их атакам было ясно, что они не были обычными дьявольскими лордами. Конечно, этих атак было недостаточно, чтобы представлять для него угрозу. Он немедленно взмахнул рукавом по воздуху, указывая другой рукой на проекцию зеленого меча. Толстая вспышка золотой молнии вырвалась из его рукава на фоне грохота грома, а полоса меча вырвалась из кончика его пальца. Он сражался с молнией мечом. Четверо столкнулись, и вспышки пронизывающего света вспыхнули, а затем быстро исчезли в унисон. Казалось, что все атаки были на равных. Хань Ли слегка запнулся, увидев это, и два дьявольских существа, скрытые в облаке, тоже были очень удивлены. Атаки, развязанные парой дьявольских существ, казались вполне обычными, но на самом деле они были пронизаны невероятной силой. Черная молния была одним из 4 типов божественной молнии царства старших дьяволов, и она обладала чрезвычайно мощной силой разложения, способной мгновенно разрушить среднее сокровище. Что касается проекции лазурного меча, это была связанная способность, которую другое дьявольское существо культивировало почти 10 тысяч лет, и она была способна с легкостью разрезать средний летающий меч. Однако Хань Ли мгновенно свел на нет обе их атаки, казалось бы, с легкостью, и это, естественно, стало настоящим шоком для пары дьявольских существ. Хань Ли не собирался задерживаться здесь, и он стабилизировал летающую повозку, которая слегка содрогалась от ударных волн, вызванных взрывами, прежде чем она продолжила лететь к массивному проходу. Два высокоуровневых дьявольских существа пришли в ярость, увидев это, и мгновенно отбросили свое недоумение, прежде чем атаковать снова. В этом случае с одной стороны облака вырвались бесчисленные дуги черной молнии, а с другой стороны появилась проекция меча, который был в 5 раз больше предыдущего. Две атаки были совершены практически одновременно, и вместо того, чтобы быть направленными на Хань Ли, они были нацелены на вход в проход, тем самым мгновенно запечатав его. Если летающая повозка хотела войти в проход, то ей пришлось бы пробить атаки. Вместо того, чтобы быть встревоженным этим, на лице Хань Ли появилась холодная улыбка, и он мгновенно превратился в гигантскую золотую обезьяну высотой в несколько десятков футов во вспышке золотого света. Затем его руки резко напряглись, когда он изо всех сил нанес пару сокрушительных ударов вверх. В форме гигантской горной обезьяны сила Хань Ли уже достигла невероятного уровня, и даже существо великой стадии Вознесения не осмелилось бы взять на себя всю тяжесть его силы. Пространство впереди сильно рябило и искривлялось, и пара гигантских проекций золотых кулаков размером с небольшую гору рухнула с огромной силой. Раздался сокрушительный грохот, и дуги молний и мечей были мгновенно разбиты кулачными проекциями. Таким образом, летающая повозка могла мгновенно влететь в пространственный проход без каких-либо дальнейших препятствий. После этого пятицветный огонь вспыхнул в проходе вместе со всплеском пространственных колебаний, а летающей кареты нигде не было видно. Только тогда из черного облака поспешно вылетела пара гуманоидных фигур. Они вдвоем быстро подлетели ко входу в пространственный проход и в панике заглянули в его глубины. Один из дьяволов был красивым молодым человеком в пурпурной мантии с рогом на голове, а другой был в белых доспехах, темнокожим дьявольским существом с огненно-рыжими волосами. Что нам делать? Мы позволим им уйти. Они ведь не столкнутся друг с другом, не так ли? Спросил бешеным голосом темнокожий дьявол. Конечно, совпадений не так уж много, они только сказали, что вернутся из царства духов сегодня, но не назвали точное время, сказала другое дьявольское существо со спокойным выражением лица, которое явно слегка вынуждено. Я, конечно, надеюсь, что они не столкнутся друг с другом. В любом случае, мы обязательно будем наказаны за это. Кто, черт возьми, это был? Кто занял путь в пространственный проход? С обиженным выражением лица сказала темнокожее дьявольское существо. Этот человек обладал непостижимой силой и был в состоянии легко нейтрализовать наши атаки, так что он определенно необычный дьявольский лорд, но он, похоже, и не священный предок, заметил дьявол в пурпурной мантии. Он определенно не священный предок. Он действительно очень силен, но ему еще далеко до достижения этого уровня. Кроме того, если бы он действительно был священным предком, он бы просто раскрыл свою личность, чтобы получить проход, ответило темное дьявольское существо, энергично качая головой. Но если он не дьявольский лорд, то как возможно, что мы не слышали о таком могущественном дьявольском лорде?
«Возможно, нам следует попросить других посмотреть, смогли ли они его опознать», сказал дьявол в пурпурной мантии с нахмуренными бровями. «Даже мы не смогли установить его личность. Эти бесполезные дураки, скорее всего, даже не смогли увидеть, как он выглядит, так что ничем они нам не помогут», пренебрежительно сказал чернокожий дьявол, когда он посмотрел вниз на несколько полос света, которые приближались к ним. «В любом случае, спросить не помешает. Возможно, мы сможем собрать какие-то зацепки», возразил темнокожий дьявол. Вскоре после этого на сцене появились полосы света, раскрывая группу дьявольских лордов, все из которых немедленно уважительно отсалютовали паре дьяволов. Темнокожее дьявольское существо, не теряя времени даром, мгновенно провело рукой по воздуху, вызывая в воображении проекции, которые напоминали троицу Ханьли. «Кто-нибудь из вас знает, кто эти люди?» — спросил он холодным голосом. Группа дьявольских лордов внимательно посмотрела на представленные проекции, затем обменялась несколькими беспомощными взглядами, прежде чем худой и изможденный человек, наконец, выступил вперед с осторожным выражением лица. Насколько нам известно, очень вероятно, что это были могущественные существа из человеческой расы царства духов. Человеческая раса. Темнокожее дьявольское существо слегка запнулось, услышав это, как и дьявол в пурпурной мантии. Действительно. Вы двое постоянно находились в уединении с тех пор, как вас назначили в это место, поэтому неудивительно, что вы не знаете о недавних событиях, которые развернулись. Почти все наше святое царство было осведомлено об этом человеке. Это могучий культиватор. И даже ходят слухи, что священные предки были побеждены им, торопливо объяснила дьявольская женщина. Выражения недоверия сразу же появились на лицах двух дьяволов, услышав это. «Это так? Расскажи нам об этом подробнее». Несколько лет назад, таким образом, худой и изможденный дьявольский лорд немедленно начал рассказывать о недавних подвигах Ханьли, и два дьявола внимательно слушали. В пространственном коридоре летающая повозка была окружена рядом световых барьеров и быстро мчалась сквозь тьму. Ханьли стоял впереди летающего экипажа, уже вернувшись в свою человеческую форму, и выражение его лица значительно смягчилось. Через несколько часов они вернутся в царство духов. Несмотря на то, что они собирались прибыть на территорию племени Лиса, он все еще был очень взволнован перспективой возвращения домой. Время медленно шло, и летающая повозка продолжала свой путь, не встречая никаких препятствий. Как только Ханьли прикинул, что большая часть пути была пройдена, впереди внезапно вспыхнули пространственные флуктуации, и огромный военный ковчег длиной более 1000 футов появился, прежде чем мчаться прямо к ним. Ханьли, естественно, был очень встревожен этим, и на его лице сразу же появилось осторожное выражение. Глава 2147. Возвращение к лесному племени. Вообще говоря, можно было бы воздержаться от начала битвы в пространственном проходе, опасаясь спровоцировать сильные пространственные бури, но если люди в ковчеге полностью проигнорируют это и тем не менее нападут на него, то ему, естественно, придется сражаться. Судя по ауре и размеру гигантского ковчега, его владелец, скорее всего, был не просто каким-то заурядным дьявольским владыкой, так что ему приходилось быть очень осторожным. Летающая повозка и гигантский ковчег двигались очень быстро и в течение одного вдоха достигли друг друга. На гигантском черном ковчеге стояло бесчисленное множество дьявольских стражей в серебряных доспехах, все из которых были как минимум на стадии трансформации божества, и среди них было даже несколько дьявольских лордов в стадии интеграции тела. Все дьявольские охранники с недоумением смотрели на Ханьли, явно недоумевая, почему здесь появилась группа Ханьли. По первоначальному плану, они должны были быть единственными, кто имел доступ к пространственному проходу на весь день. Когда два летающих сокровища уже собирались пролететь мимо друг друга, из кабины гигантского ковчега внезапно раздался пожилой голос. Я не думал, что встречу здесь нескольких крыс из царства духов. Почему бы тебе не вернуться со мной в наше святое царство?» Как только голос замолк, из кабины вырвался взрыв удивительного убийственного намерения, сразу после которого прямо над летающей каретой появился белый пространственный разлом. Гигантский белый костяной коготь размером в несколько десятков футов появился из разлома, прежде чем рухнуть вниз с разрушительной силой. Всплески серой зловещей ци вырвались из кончиков 5 когтей, и самый внешний световой барьер вокруг летающего экипажа был мгновенно разрушен серой ци. Выражение лица Ханьли резко изменилось, когда он увидел это, и он немедленно издал низкий рев, прежде чем снова превратиться в гигантскую золотую обезьяну во вспышке золотого света. Затем он взмахнул своими массивными пушистыми кулаками вверх, и в мгновение эйка появилась пара проекций золотых кулаков. Раздался громкий грохот, когда зловещая серая ци столкнулась с кулачными проекциями, и первый был мгновенно уничтожен, в то время как кулачные проекции также значительно уменьшились. Холодный свет вспыхнул в глазах Даоса Се, и он открыл рот, чтобы выпустить столб золотого света, который ударил в центр белого костяного когтя почти в тот же момент, что и кулачные проекции.
Раздался глухой удар, и золотой свет взорвался под костяным когтем, сформировав гигантский световой шар, напоминающий мерцающее золотое солнце. Гигантский костяной коготь был наделен невероятной силой, но был остановлен взрывом золотого света. В то же время все близлежащее пространство начало громко гудеть, а некоторые участки прохода начинали искривляться и деформироваться. Все дьявольские стражи гигантского ковчега пришли в ужас, увидев это. Если пространственный проход рухнет, никто из них не сможет сбежать. Прямо в этот момент из кабины гигантского ковчега донесся холодный хрип, и костяная клешня сомкнула пальцы вокруг шара золотого света внизу. В результате шар света мгновенно погас, и Хань Ли не мог не сделать резкий вдох, увидев это. Однако за этот краткий миг передышки его летающая повозка успела пролететь мимо гигантского ковчега, прежде чем внезапно исчезла на месте. В следующее мгновение она появилась более чем в 1000 футов впереди того места, где была всего мгновение назад, и продолжала двигаться вперед, как шар лазурного света. Гигантский костяной коготь также раскололся с глухим стуком, и все дьявольские стражники не знали, что делать. Вскоре из салона снова раздался тот же пожилой голос. «Оставьте их в покое и продолжайте идти». «Да, мастер». Вся дьявольская стража тут же принялась за дело, и гигантский ковчег значительно ускорился, устремляясь к выходу из пространственного прохода. В кабине гигантского ковчега молодой дьявольский мальчик, которому на вид было около 12 лет, спросил. «Мы собираемся просто отпустить их, мастер Тун Тянь? Как насчет того, чтобы послать за ними людей?» Его вопрос был адресован седовласому пожилому мужчине, развалившемуся на стуле тайши, и пожилой мужчина ответил. «У меня есть более важное дело, поэтому я их отпущу. Они действительно настолько могущественны. Ты даже не использовал большую часть своей истинной силы только что», — воскликнул мальчик. Пожилой мужчина, казалось, очень любил мальчика, и он ответил с обожающей улыбкой. «Хе-хе, это действительно правда, но эти два мальчишки тоже не использовали всю свою силу. Если бы битва была начата, я бы не смог одолеть их за короткое время. Я не думал, что они такие сильные», — сказал мальчик с намеком на шок в глазах. «Ни один слабак не смог бы проникнуть в наше святое царство, а затем вернуться обратно через пространственный проход. Если бы не тот факт, что я не могу использовать слишком много силы в этом проходе, я определенно не позволил бы им уйти», — сказал пожилой мужчина, и в его глазах мелькнуло холодное выражение. «Конечно. Вне прохода у этих существ из царства духов не было бы другого выбора, кроме как сдаться тебе». Поспешно польстил юноша. Пожилой мужчина усмехнулся в ответ, поглаживая свою длинную бороду, по-видимому, очень довольный лестью юноши. Однако на самом деле он был довольно озадачен, так как ему казалось, что он видел молодого человека в летающей повозке, который где-то раньше выпустил эту вспышку золотого света, но он не мог его идентифицировать. В конце концов, он решил, что расследует этот вопрос, как только вернется в царство старших дьяволов. В его сознании, учитывая, что это был даже не тот, кого он мог сразу опознать, он не мог быть слишком важной фигурой. Примерно через 8 часов на другой стороне пространственного прохода внезапно вспыхнули пространственные флуктуации, после чего резко вылетела летающая повозка, окутанная шаром лазурного света. Снаружи прохода стояло несколько дьявольских охранников, а внизу располагались 3 гигантские пирамиды, расположенные треугольным строем, и все близлежащие патрули были крайне поражены этим, поскольку быстро приближались к летающей повозке. В то же время по бокам огромных пирамид открылся ряд каменных дверей разного размера, и из них начало выходить множество дьявольских существ. Однако летающая повозка оказалась намного быстрее, чем они предполагали, и только после того, как она полностью исчезла вдали, из дьявольских пирамид в ярости вылетело несколько дьявольских владык. Хань Ли стоял в передней части летающего экипажа и оглядывал пышный лес гигантских деревьев внизу, бормоча себе под нос. Это действительно территория лесного племени. Я посетил это племя много лет назад, и окружающая среда здесь очень уникальна, так что в этом нет никаких сомнений. Тем временем Чжу Гоэр взволнованно оглядывалась по сторонам. Значит, это царство духов. Духовная ци здесь действительно гораздо более обильна, чем в нашем малом духовном небе. В малом духовном небе было много людей, которые были родом из царства духов, и все они рассказывали истории о том, каким прекрасным местом было царство духов. Хань Ли отвел взгляд, покачал головой и сказал. Царство духов действительно очень хорошее место, но наша человеческая раса здесь не очень сильна и находится в очень опасной ситуации, поэтому здесь не так хорошо, как хотелось бы. В любом случае, духовное царство определенно лучше для развития, чем наше маленькое духовное небо. Кстати, старший, когда вы планируете отправиться в маленькое духовное небо? Обязательно возьмите меня с собой, Чжу Гоэр сказала с улыбкой. Не волнуйся, я обязательно возьму тебя с собой. Я ничего не знаю о маленьком духовном небе, поэтому мне понадобится проводник, ответил Хань Ли. Чжу Гоэр была в восторге, услышав это. Тогда примите мою благодарность заранее, старший.
Хань Ли просто кивнул в ответ, прежде чем замолчать. Он подгонял летающую повозку, чтобы двигаться с максимальной скоростью, поэтому его не беспокоила возможность погони преследователей. Однако после полудня полета выражение лица Хань Ли постепенно становилось все мрачнее и мрачнее. Они действительно пролетали над одним густым лесом за другим, но некоторые деревья в лесах были темно-зеленого цвета, создавая резкий контраст с другими пышными зелеными деревьями. По мере того, как летающая повозка летела все дальше и дальше, эти темно-зеленые деревья стали появляться все чаще и чаще, до такой степени, что почти половина деревьев, с которыми они сталкивались, были этого цвета. Вдобавок ко всему, по лесам начал распространяться слабый черный туман, и хотя он был очень тонким, все равно было очень тревожно созерцать. Даже выражение лица Чжу Гуэр постепенно сменилось с волнения на беспокойство, когда она увидела это. Пролетев еще некоторое время, она, наконец, не могла не спросить. Старший Хань, эти деревья кажутся очень похожими на растения царства старших дьяволов, и этот туман, похоже, также содержит дьявольскую ци. Что здесь происходит? Этот вопрос мысленно задавал себе и Хань Ли. Я не слишком уверен, но, скорее всего, за этим стоят дьявольские существа. Что еще более странно, так это то, что мы до сих пор не встретили ни одного существа из племени лиса, даже после такого долгого полета. Племя лиса не так сильно, как наша человеческая раса, но это, конечно, не повод для насмешек, мрачно ответил Хань Ли. Может ли быть так, что все существа лесного племени уже уничтожены дьявольской армией? Обеспокоенно спросила Чжу Гуэр. Глава 2148. Кризис лесного племени. Этого не может быть. Население лесного племени составляет миллиарды, и среди них нет недостатков в существах на стадии интеграции тела. Дьявольская армия никак не могла бы уничтожить их так быстро. Кроме того, племя лиса является частью альянса с несколькими другими расами, включая нашу человеческую расу. Другие члены альянса не стали бы просто наблюдать за падением лесного племени. Неужели они все покинули этот район после того, как дьявольская армия одержала здесь верх? Задумался Хань Ли. Чжу Гуэр сочла это вполне разумным предположением и кивнула в ответ. Вы правы, старший, мы должны были увидеть существ лесного племени, как только отойдем от пространственного прохода. Хань Ли ничего не ответил на это. 3 дня спустя летающая повозка остановилась в воздухе над бескрайним лесом, а 8 высококлассных дьявольских существ стояли на расстоянии более 1000 футов. У каждого из этих дьявольских существ было по паре мясистых зеленых крыльев и малиновых глаз, что создавало очень угрожающее зрелище. Позади них была стая из примерно 600 двуглавых дьявольских птиц, каждая из которых была около 10 футов в размере с одним черным рогом на каждой из голов. «Какое число мы уже отбили?» — бесстрастно спросил Хань Ли. «Это 7-я волна, старший», — ответила Чжу Гуэр. Кажется, высококлассные дьявольские существа, наблюдающие за этим местом, все еще не усвоили урок. После того, как я избавлюсь от этой группы, они должны перестать нас беспокоить на некоторое время», — холодно сказал Хань Ли. Сразу же после этого он взмахнул рукавами в воздухе, выпустив 72 миниатюрных лазурных меча во вспышке лазурного света. Хань Ли сложил ручную печать, прежде чем указать пальцем на маленькие мечи, и они быстро начали размножаться, пока тысячи маленьких летающих мечей не заполнили все небо. Высококлассные дьявольские существа впереди были очень встревожены, увидев это, но они не выказывали намерения отступать, поскольку все они призвали свое оружие, а затем полетели прямо к летающей повозке порывами черного ветра. Все дьявольские птицы позади них также издавали чрезвычайно неприятные крики, когда они хлопали крыльями и следовали за высококлассными дьявольскими существами. Холодный взгляд вспыхнул в глазах Хань Ли, когда он увидел это, и все маленькие лазурные мечи мгновенно превратились в проекции мечей длиной около 10 футов каждый по его приказу. Все проекции мечей пронеслись по воздуху, быстро затопляя высокоуровневых дьявольских существ и двуглавых дьявольских птиц. Непрестанно раздавались мучительные завывания, когда кровь и расчлененные конечности сыпались с небес, и все дьявольские существа и дьявольские птицы были мгновенно убиты. Только тогда Хань Ли снова взмахнул рукавом, чтобы вернуть все свои лазурные мечи. В этот момент в поле зрения больше не было ни одного живого дьявольского существа. Летающая повозка немедленно продолжила свой путь в виде шара лазурного света по велению Хань Ли, и, как он и ожидал, после этого дьявольские существа больше не появлялись, чтобы их перехватить. Тем не менее, темно-зеленым деревьям, появившимся внизу, все еще не было видно конца, и казалось, что они распространились по всей территории племени лиса. Что было еще более тревожным для Хань Ли, так это то, что еще не пришлось столкнуться ни с одним существом из лесного племени, как будто все лесное племя действительно было уничтожено. Месяц спустя, когда летающая повозка пролетала над определенной долиной, Хань Ли наконец обнаружил небольшое поселение лесного племени, на которое напали более 1000 дьявольских существ.
Поселение состояло из более чем 10 тысяч существ лесного племени, но только около 2000 из них были пригодны для битвы, и они полностью находились под властью дьявольских существ. Хань Ли был в восторге, увидев это, и они быстро убили всех дьявольских существ без каких-либо колебаний, прежде чем раскрыть, что он человек. От старейшин этого поселения он наконец узнал, что произошло в племени Лиса за последние несколько десятилетий. Выяснилось, что после нескольких ожесточенных сражений между дьявольской армией и расами Духовного Царства ситуация зашла в тупик. Однако 5 лет назад дьявольские существа внезапно отвлекли свои силы от территории людей и демонов, вместо этого нанеся внезапную атаку на племя Лиса. Перед лицом их свирепого нападения армия племени Лиса была быстро вынуждена отступить. Из-за того, как внезапно все произошло, союзники лесного племени не смогли вовремя помочь им, и в порыве отчаяния великий старейшина лесного племени вышел из уединения, чтобы встретиться с врагом. Однако, как только он появился на передовой, сразу же попал в засаду 3 священных предков, которые заранее спрятались на поле боя. 3 священных предка не были того же уровня, что Юань-Янь, Лю-Цзи и Нипан, но они также не были просто клонами, поэтому великий старейшина племени Лиса был быстро тяжело ранен и почти убит. В этой ужасной ситуации великий старейшина призвал святое древо, которому лесное племя поклонялось бесчетное количество лет, и только воспользовавшись силой этого дерева, он едва смог спастись. Однако его силы были сильно уменьшены, и он больше не мог быть даже сравним с существом великой ступени Вознесения. Потеряв своего самого могущественного покровителя, боевой дух племени Лиса полностью упал, и всего за 1 год оно потеряло большую часть своей территории, уступив ее дьявольской армии. В этот момент, наконец, прибыло подкрепление союзников, но из-за надвигающейся угрозы со стороны 3 священных предков лесное племя смогло удержать только оставшуюся территорию, не имея возможности вернуть себе какую-либо из своих старых территорий. До этого все оставшиеся поселения лесных племен уже отступили в районы, находящиеся под защитой союзных рас, но неизбежно были некоторые поселения, которые получили новости слишком поздно или действовали слишком медленно и оказались застигнутыми на территории, которая была завоевана дьявольской армией. Это поселение было одним из них, и они могли только молиться, чтобы пережить шторм, спрятавшись в этом уединенном месте. Однако за последние несколько лет большинство этих поселений уже было уничтожено дьявольской армией, поэтому Хань Ли до этого не сталкивался с существами лесного племени. Поселение, которое только что было спасено, было лишь небольшой частью большого поселения племени Лиса, которое было обнаружено и вынуждено разделиться, чтобы выжить. Несмотря на это, эта группа существ лесного племени все еще была обнаружена дьявольской армией, и если бы Хань Ли не вмешался, все они были бы убиты или порабощены. «Старший, я ответил на все вопросы, которые у вас есть для меня. Не могли бы вы защитить нас, пока мы не вернемся в безопасную зону?» Взмолился старейшина поселения с оттенком отчаяния в глазах. Хань Ли посмотрел на существ лесного племени и обнаружил, что 2/3 из них были женщинами, пожилыми людьми или детьми, и вздохнул. «Я могу взять вас с собой, но я должен сказать вам, что я уже убил много волн дьявольских существ на пути сюда, так что дьявольская армия, скорее всего, уже нацелилась на меня. Это будет только вопросом времени, когда за мной придут полноценные дьявольские существа, и когда это время придет, вы можете погрузиться в еще большую опасность, так как я не смогу защитить вас всех, когда начнется битва». «Понятно. В таком случае мы справимся сами, но если вы можете, пожалуйста, сообщите нашим старшим союзникам о нашей ситуации, чтобы они могли прийти и спасти нас как можно скорее. Мы все будем бесконечно благодарны вам, старший». На лице старшего появилось разочарованное выражение, но затем он низко поклонился Хань Ли. «Я обязательно это сделаю. Однако я не знаком с нынешним распределением дьявольской армии. Может быть, у вас есть карта или какая-нибудь соответствующая информация?» Спросил Хань Ли. «Мы все это время скрывались, но кое-какую информацию нам удалось собрать, только она очень грубая и далеко не исчерпывающая», — ответил старец. «Этого должно быть достаточно», — сказал Хань Ли с улыбкой. После этого он получил карту от старейшины, прежде чем продолжить свое путешествие. Существа лесного племени, естественно, не осмелились больше задерживаться в долине, и все они также скрылись с места происшествия. Примерно через полмесяца Хань Ли летел над Зеленым озером, когда внезапно массивная зеленая рука появилась из озера, как молния, прежде чем мгновенно схватиться за летающую повозку, раздавив ее на куски, когда она вспыхнула зеленым пламенем. Глава 2149. Снова битва с Юаньча. Прямо в этот момент пространственные колебания вспыхнули на высоте более 200 футов над летающей каретой, и появилось трио Хань Ли. Хань Ли успел отреагировать за мгновение до внезапной атаки и немедленно телепортировал всех 3 из кареты. Хань Ли в настоящее время стоял в воздухе, мрачно глядя на озеро. Тот факт, что враг внизу смог скрыться как от него, так и от Дао Сосе, был свидетельством их силы. Было ясно, что их выследило поистине могущественное существо. Прямо в этот момент массивная зеленая рука взорвалась бесчисленными каплями воды, которые посыпались обратно в озеро.
В то же время вода в озере сильно бурлила, после чего возник зал высотой около 100 футов. Зал был полностью прозрачным и светился слабым голубым светом, словно был построен исключительно из воды озера. У входа в зал стояла женщина в зеленых доспехах со слегка смуглым лицом и с холодным выражением лица оценивала Хань Ли. Дьявольская женщина излучала непостижимую ауру существа стадии Великого Вознесения, и выражение лица Хань Ли резко изменилось при ее виде. Юанча. Твое истинное тело спустилось в царство духов. Холодная улыбка появилась на лице женщины, когда она ответила. Я не думала, что встречусь с тобой так скоро. Ты не раз переходил мне дорогу, и на этом твоя жизнь закончится. Если ты сдашься мне, возможно, я могла бы подумать о даровании тебе быстрой и безболезненной смерти, но если ты будешь сопротивляться, ты только обрекаешь себя на боль и страдания. Ты действительно думаешь, что я буду бояться тебя только потому, что твое истинное тело здесь? Недавно я столкнулся с несколькими священными предками, и ни один из них не смог ничего мне сделать, небрежно ответил Хань Ли. Несмотря на то, что прошло много времени с тех пор, как Хань Ли видел настоящее тело Юанча, его очень долго преследовал один из ее клонов, поэтому он все же смог сразу узнать ее. Однако с тех пор он стал гораздо более могущественным, и рядом с ним был Дао Се, поэтому его не слишком беспокоила текущая ситуация. Юанча подняла бровь, услышав это, но продолжила совершенно бесстрастным голосом. «Ты встречал других священных предков. Значит, ты действительно тот, кто не так давно вышел из этого пространственного прохода. Мне любопытно, как это произошло. Простому культиватору интеграции тела, как ты, удалось пережить встречи со священными предками. Я признаю, что ты действительно исключительный талант, раз так быстро продвинулся в своем совершенствовании, но на этом твой путь совершенствования заканчивается». Как только ее голос затих, Юанча резко подняла руку и двинулась к троице Хань Ли. Вода в озере внизу мгновенно хлынула вверх, словно обратный водопад, а затем снова превратилась в гигантскую зеленую руку. Однако эта рука была более чем в 10 раз больше предыдущей и охватывала практически все небо, когда она падала на троицу Хань Ли. Глаза Хань Ли слегка сузились, увидев это, и он открыл рот, чтобы выпустить шар серебряного пламени, прежде чем быстро сложить ручную печать. Серебряный огненный шар мгновенно превратился в серебряного огненного ворона размером около фута, и Хань Ли указал на него пальцем, после чего он быстро раздулся до размеров небольшой горы и издал чистый крик. Сразу после этого гигантский огненный ворон с оглушительным грохотом врезался в массивную руку, и они оба взорвались в унисон. Вода и огонь переплетались высоко в воздухе, образуя толстые столбы воды и огня, которые поднимались к небесам, а затем мгновенно превращались в плотный водяной пар, который пронизывал всю окружающую территорию. Презрительная улыбка появилась на лице Юанча, когда она произнесла слово «собрать». Внезапно из воздуха появились бесчисленные точки синего света, а затем вошли в водяной пар, как капли дождя. Водяной пар немедленно собрался в Белую гору высотой более 10 тысяч футов и опустился, выпустив бесчисленные синие руны. Гора казалась совершенно невесомой, но при виде нее на лице Хань Ли появилось мрачное выражение, и он сразу же превратился в гигантскую золотую обезьяну среди вспышки золотого света, прежде чем нанести удар обоими кулаками одновременно. Пара проекций золотых кулаков была выпущена прямо в сторону спускающейся горы, и синие руны сильно заколебались, как будто могли разлететься в любой момент, но сама Белая гора была совершенно невозмутима, продолжая свой спуск. Сердце Хань Ли дрогнуло, когда он увидел это, и он немедленно убрал кулаки, прежде чем перевернуть руки, чтобы создать пару экстремальных гор. После этого он издал оглушительный рев и резким взмахом рук подбросил обе горы в воздух. Две горы мгновенно ударились о нижнюю часть синей горы, и оттуда вырвалась вспышка сверкающего света, за которой последовал сокрушительный грохот. В то же время разрушительные колебания энергии пронеслись по воздуху во всех направлениях, заставляя все небо сильно деформироваться и скручиваться. Тем временем золотой свет вспыхнул из тела Хань Ли и охватил Джугоэр, после чего он шагнул вперед и в мгновение ока исчез в воздухе. Что касается Даоса Се, то он просто исчез на месте, как легкий ветерок. В следующее мгновение разрушительные колебания энергии пронеслись по тому месту, где они только что стояли. Брови Юанча слегка нахмурились при виде устрашающих ударных волн, но затем она произнесла заклинание, и зал, в котором она находилась, выпустил обширное пространство нежного голубого света, который с легкостью разделял приближающиеся ударные волны. После того, как сверкающий свет померк, оказалось, что 3 горы заперты в тупике, причем 2 крайние горы противостоят Белой горе снизу. Бесчисленные мерцающие синие руны волновались вокруг Белой горы, в то время как Черная гора испускала волны серого света, а Лазурная гора вызывала бесчисленные полосы невидимого меча Ци, проносившиеся по окрестностям. В этот момент Хань Ли и Дао Се уже появились на расстоянии более 1000 футов. Холодный взгляд мелькнул в глазах Юанча, когда она указала пальцем вверх, произнося слово «печать». Все синие руны, вращающиеся вокруг Белой горы, взорвались в унисон, и с небес обрушился взрыв ледяной силы.
Две крайние горы были мгновенно запечатаны кусками голубого ледникового льда, и Хань Ли резко вздохнул, увидев это, и сразу же поднял руку, чтобы вызвать шар серебряного пламени. Однако как раз в тот момент, когда он собирался бросить серебряный огненный шар в сторону пары крайних гор вдалеке, вокруг него внезапно вспыхнул синий духовный свет, и появились 8 полупрозрачных гуманоидных фигур, каждая из которых внешне была идентична Юань-Ча. Однако их тела были совершенно прозрачными, как будто они были ледяными статуями, и они в унисон набросились на Хань Ли и Даоса Се. Жу Гоэр не воспринималась как угроза, поэтому ни одна из гуманоидных фигур не нацеливалась на нее. Сердце Хань Ли дрогнуло, когда он увидел это, и серебряное пламя, которое он вызвал, мгновенно превратилось в пару серебряных огненных веревок, которые полетели к двум приближающимся фигурам. В то же время вспыхнул зеленый и золотой свет, когда его золотое тело происхождения и духовное тело также появились, прежде чем наброситься на еще две полупрозрачные гуманоидные фигуры. Тем временем Даос Се открыл рот, чтобы высвободить одновременно 4 столба золотого света, которые немедленно пронзили тело оставшихся 4 полупрозрачных фигур. Две гуманоидные фигуры, связанные парой огненных веревок, были мгновенно затоплены серебряным пламенем, которое превратило их в ничто, но две другие смогли сражаться наравне с золотым телом и духовным телом, умудряясь держать себя в руках. Это был настоящий рукопашный бой. Что касается 4 гуманоидных фигур, которые набросились на Даоса Се, они были обездвижены в тот момент, когда золотой свет прошел через их тело, и Даос Се небрежно протянул к ним ладони, чтобы мгновенно уничтожить их. Хань Ли был в восторге, увидев это, и он выпустил пару лазурных проекций, которые победили пару полупрозрачных фигур, сцепившихся в бою с золотым телом и духовным телом. Однако это не только не встревожило и не разозлило Юань-Ча, на ее лице появилась слабая улыбка, когда она внезапно сделала ручную печать. Бесчисленные точки синего света внезапно снова появились на площади около полукилометра, а затем слились, образовав более полупрозрачные гуманоидные фигуры, число которых на этот раз превысило 100. Хань Ли был чрезвычайно встревожен, увидев это. Глава 2150. Нежданный гость. Если все эти полупрозрачные фигуры обладали теми же силами, что и первые 8, то это означало, что ему придется столкнуться с более чем сотней противников уровня Дьявольского Лорда. Наверняка даже такой священный предок, как Юань-Ча, не могла обладать такой невероятной способностью. Хань Ли глубоко вздохнул, и на его переносице появилась рана, после чего появился черный вертикальный демонический глаз. Это было не что иное, как его глаз разрушения закона. Черный демонический глаз всмотрелся в массу полупрозрачных фигур впереди, и на лице Хань Ли сразу же появилось просветленное выражение, когда он резко протянул огромную мохнатую руку. Вспыхнули пространственные колебания, и передняя половина его руки растворилась в воздухе. В то же время золотой свет вспыхнул перед одной из полупрозрачных фигур, которые только что приняли форму, прежде чем ухватиться за нее как молния. На лице полупрозрачной фигуры тут же появилось паническое выражение, и она поспешно скрестила руки на груди, образуя перед собой баррикаду. Затем перед ним появился синий ледяной щит во вспышке синего света, после чего он отступил назад, как летящая стрела. В отличие от первых 8 полупрозрачных фигур, это вообще не осмеливалось противостоять атаке Хань Ли. Однако Хань Ли внезапно издал громкий рев, от которого затряслось все пространство вокруг него, когда он с легкостью раздавил синий ледяной щит, а затем снова протянул его в сторону отступающей полупрозрачной фигуры. Внезапно его гигантская золотая рука расплылась, и полупрозрачная фигура почувствовала взрыв мучительной боли, пронзивший ее грудь, заставив ее издать непроизвольный вой агонии. Черты ее лица, которые изначально напоминали черты лица Юань-Ча, быстро превратились в черты лица обезьяны, и фигура в шоке и ужасе посмотрела вниз на золотую руку, которая вонзилась ей в грудь. Вспышка серебряного пламени вырвалась из золотой руки и подхватила дьявольскую обезьяну, и она испустила еще несколько воплей боли, прежде чем замолчать. Только тогда Хань Ли медленно отдернул руку, и в этот момент дьявольская обезьяна уже превратилась в ничто. Как только дьявольская обезьяна была убита, все остальные полупрозрачные гуманоидные фигуры в этом районе мгновенно взорвались точками синего света, которые растворились в воздухе. Выражение лица Юань-Ча слегка изменилось, когда она увидела это. Эта дьявольская обезьяна была чрезвычайно редким кристаллическим проекционным зверем, которым она владела, и она не только была способна владеть ледяной силой, но и обладала врожденной способностью создавать сотни, даже тысячи клонов. В обычных обстоятельствах, пока ее истинное тело не было обнаружено, она смогла бы сокрушить всех противников под началом священных предков с помощью своих бесчисленных клонов. Юань-Ча убила многих могущественных врагов с помощью этого зверя, но Хань Ли сумел с легкостью определить ее слабость и убить всего за несколько вздохов. Это стало для Юань-Ча полной неожиданностью, и она была вынуждена относиться к Хань Ли гораздо серьезнее. Однако дьявольское ядро кристаллического проекционного зверя уже слилось воедино с ее душой. Поэтому, даже несмотря на то, что физическое тело зверя было уничтожено, она все еще могла воскресить его через некоторое время, используя секретную технику.
Таким образом, хотя Юаньча стала более осторожной и бдительной, она не так уж и разозлилась. Это впечатляет. Похоже, ты не просто болтаешь. Однако, если ты думаешь, что сможешь противостоять священному предку своими ничтожными силами, то ты совершенно заблуждаешься. «Я не знаю, как ты смог убежать от других священных предков, но у тебя нет шансов против меня», сказала Юаньча холодным голосом, сделав ручную печать, и столб синего света немедленно взорвался в небеса позади нее. В следующее мгновение над залом, в котором она находилась, появилась гигантская волчья проекция размером в несколько сотен футов. У мерцающего синего волка была пара фиолетовых глаз, и он излучал ужасающую ауру, вызывающую чувство удушья. Перед лицом этой огромной ауры Хань Ли вздрогнул и был вынужден отступить на несколько шагов. Несмотря на то, что он был непобедим среди тех, кто находился на стадии интеграции тела, ему все еще было сложно противостоять всей силе существа стадии Великого Вознесения. Выражение лица Дао Се осталось неизменным, но он взмахнул рукавом в воздухе, чтобы создать золотой световой барьер, который защитил и его самого, и Чжу Гуэр. Золотой световой барьер лишь слегка дрогнул перед лицом грозной ауры, прежде чем стабилизироваться, и Чжу Гуэр осталась совершенно невредимой. Так это связанная дьявольская проекция Юаньча? Она действительно очень устрашающая. Брат Се, сколько твоей магической силы ты восстановил? Ты уже можешь сражаться в полную силу. Спросил Хань Ли с мрачным выражением лица. Я близок к возвращению на стадию Великого Вознесения, но я не смогу встретиться с ней лицом к лицу, ответил Дао Се деревянным тоном. Ты не один, брат Се. Если мы не заставим ее отступить, она не позволит нам уйти, так что просто сражайся изо всех сил, сказал Хань Ли. Если мы объединим силы, у нас действительно есть приличные шансы на победу, ответил Дао Се, кивнув. Хань Ли почувствовал большое облегчение, услышав это, и тут же яростно ударил себя в грудь, выпустив из своего тела несколько световых шаров разных цветов. Затем эти шары света превратились в 5 его истинных духовных проекций, а его золотое тело происхождения в мгновение ока исчезло в его теле. В следующее мгновение он резко увеличился более чем в 10 раз по сравнению с первоначальным размером, превратившись в горное существо, после чего под громовой рев у него появились 2 дополнительные головы и 2 дополнительные пары рук. Тем временем Дао Се шагнул вперед и превратился в свою гигантскую форму золотого краба, прежде чем выпустить бесчисленные дуги серебряных молний, которые образовали массивную сеть вокруг его собственного тела. Зрачки Юаньча слегка сузились при виде гигантской обезьяны и массивного краба, и она тут же перевернула руку, чтобы достать маленький белый молоток. Этот молот был около 3 футов в длину и имел более сотни золотых узоров в форме глаз по всей своей поверхности. Маленький молоточек мгновенно загорелся, и все глаза открылись в унисон, обнажив серию слабых золотых зрачков, которые начали медленно вращаться, создавая душераздирающее зрелище. Сразу после этого Юаньча холодно хмыкнула, швырнув свой молот в воздух, создав массивную проекцию молота, которая рухнула с разрушительной мощью. В глазах Хань Ли промелькнул намек на удивление, когда он обнаружил, что гигантский молот падал на небольшую гору, выглядящую обыденно, а не был нацелен на Дао Се или на него самого. Благодаря устрашающей силе массивного молота, маленькая гора определенно была бы мгновенно разрушена, если бы по ней ударили. Прямо в этот момент изнутри горы внезапно раздался спокойный мужской голос. Как и ожидалось от священного предка, уважаемого Даоса Юань. «Я не думал, что вы обнаружите меня так быстро». Как только голос затих, полоса серебряного света пронеслась над горой и столкнулась с проекцией молота с оглушительным грохотом. Серебряный и белый свет переплелись, образовав массивный световой шар, который мгновенно взорвался, отправив мощные ударные волны, разнесшиеся во всех направлениях. Горы и деревья поблизости были полностью разрушены ударными волнами, мгновенно очистив близлежащую территорию. Как только ударные волны наконец утихли, в воздухе над небольшой горой появились 2 гуманоидные фигуры. Хань Ли поспешно перевел взгляд на дуэт, отчего его сердце мгновенно заколотилось. Дуэт состоял из мужчины и женщины. На лице мужчины играла слабая улыбка. Он был одет в серебряную мантию, у него были длинные черные волосы, доходившие до талии. У женщины была элегантная фигура и кожа, светлая как снег. У нее также были длинные прямые волосы, которые выглядели так, словно они были сделаны из чистого серебра, и она была чрезвычайно красива. Как только она появилась, она бросила взгляд на Ханли, и на ее лице появилось взволнованное выражение. Напротив, при виде мужчины в глазах Юаньча появился ледяной взгляд, и она сказала: «Ты посмел прийти в это место самостоятельно? Разве ты не боишься, что погибнешь здесь?» Этот человек был никем иным, как единственным существом великой стадии вознесения расы демонов, патриарха Мо Сяа. Как патриарха расы демонов на этапе Великого Вознесения, было действительно очень неожиданно увидеть его на территории племени Лиса. Что касается седовласой женщины рядом с ним, то она, естественно, была Серебряной Луной, также известной как фея Лин Лун в Царстве Духов.
Хань Ли слегка запнулся, видя ее, прежде чем на его лице появилось восторженное выражение. Но прежде чем он успел задать какие-либо вопросы, патриарх Ся усмехнулся. «Если бы у тебя действительно было все необходимое, чтобы удержать меня здесь, то я бы не появлялся в этом месте. Если бы я объединил свои силы с этими двумя уважаемыми даосами, каковы были бы твои шансы на победу? Возможно, именно ты потеряешь здесь свою жизнь, если будешь настаивать на битве». Выражение лица Юаньча потемнело, когда она услышала это. Она бросила быстрый взгляд на Хань Ли и гигантского золотого краба, прежде чем на ее лице внезапно появилась холодная улыбка. Затем она сделала хватательное движение в сторону маленького белого молотка, и тот оказался в ее руках, прежде чем исчезнуть во вспышке золотого света. Гигантская волчья проекция над головой также погрузилась в зал внизу и быстро исчезла.